Пока вы не сделаете бессознательное сознательным, оно будет управлять вашей жизнью, и вы будете называть это судьбой. Карл Юнг. Сегодня мы познакомимся с концепцией, которая полностью изменит вашу жизнь. Не только в теории, но и на практике. Представьте, что все трудности, с которыми мы сталкиваемся, паттерны, которые не можем изменить, и потенциал, который кажется недоступным, связан с вашей способностью раскрыть свою теневую сущность. Карл Юнг обнаружил, что у человека есть 4 основных архетипа, которые управляют его жизнью. Во-первых, это персона, маска, которую ты показываешь миру, версия себя, которая вписывается и играет по правилам. Затем идет анима или анимус, женская и мужская энергии внутри тебя, которые движут твоей креативностью, эмоциями и тем, как ты соединяешься с другими на глубинном уровне души. Что если я скажу тебе, что за этой маской скрывается нечто гораздо более мощное, то, чего ты избегал всю свою жизнь? Тень. Часть тебя, которая содержит все твои скрытые страхи, желания и нераскрытый потенциал. Это не просто темная сторона, которую тебе сказали игнорировать. Это ключ ко всему, что ты когда-либо искал. У нас также есть герой внутри нас, стремящийся преодолеть жизненные трудности, подняться над ними и выйти за пределы. Но есть то, что никто никогда не говорит. Истинная сила не приходит только от героя. Она приходит из понимания и принятия каждой части себя, особенно теневой части. Именно здесь скрыт твой истинный потенциал, ожидающий, чтобы его раскрыли. В сегодняшнем видео я покажу, как получить доступ к своей теневой стороне. Не просто понять ее, но и интегрировать в свою жизнь так, чтобы это изменило для тебя все. Это не просто еще одна блестящая тактика личностного развития, это недостающее звено, которое, если правильно реализовать, откроет совершенно новый уровень успеха, который когда-либо был для тебя недоступен. Итак, давайте начнем. Чтобы понять работу с тенью и то, как она действительно работает, нам нужно понять различные аспекты разума, которые у нас есть. На самом поверхностном уровне у нас есть сознательный разум, наши сознательные функции. Это всего 5%. Далее у нас есть подсознательный разум. Это еще 5%. Оставшиеся 90% — это личное, бессознательное и коллективное, бессознательное, которое в значительной степени формируется обществом. Люди вокруг нас совместно вносят в это свой вклад. Понимание бессознательного, личного бессознательного очень важно, потому что оно обычно отражает любые недостатки, которые у нас есть в сознательном. Например, если ты чувствуешь себя неполноценным, то начнешь замечать, что тебе снятся сны о превосходстве, где ты общаешься с очень высокоуспешными или известными людьми, например, ужинаешь с Эйнштейном или встречаешься с Наполеоном Бонапартом или кем-то еще. Это происходит потому, что твое бессознательное пытается сбалансировать тебя. Большинство людей совершенно не осознают, что происходит с их бессознательным, и поэтому не могут по-настоящему следовать своей интуиции. И здесь на помощь приходит теневая сторона, потому что мы продолжаем подавлять эту тень в нашем бессознательном, пока однажды она не взорвется, и мы не потеряем контроль над собой. Я бы не хотел, чтобы это произошло с тобой. Часть работы Карла Юнга заключается в цели. Цель — это индивидуализация, достижение абсолютной гармонии с каждой частью себя — героем, анимусом, анима, тенью, сознанием, эго. Тень играет очень важную роль в этом. Для большинства людей существует грубое недопонимание тени и того, что она собой представляет, потому что нам сказали воплощать определенную часть себя. Первое, что мы должны понять, это концепция изменения идентичности. Как изменить свою идентичность и стать той версией себя, которой ты действительно предназначен быть.
Когда большинство людей думают об изменении идентичности, они считают, что должны стать кем-то другим, чтобы достичь того, что хотят. Концепция изменения идентичности заключается в том, что «быть» ведет к «делать», что, в свою очередь, приводит к «иметь». Когда мы становимся теми, кем должны быть, мы делаем то, что должны делать, и имеем то, что должны иметь. Многие люди испытывают трудности с достижением своих целей, потому что цели, которые они пытаются достичь, не предназначены для них. Я хочу, чтобы ты действительно задумался об этом. Причина, по которой ты чувствуешь, что это такая борьба – достичь своих целей. Мне потребовалось много времени, чтобы это понять. Большинство из нас борется с невидимой силой, и причина этого заключалась в том, что мы пытаемся достичь чужой цели. Большинство людей учат идти в школу, получать дипломы, находить безопасную работу, оставаться на этой работе следующие 30 или 40 лет своей жизни, а затем выйти на пенсию. Это тот нарратив, который мне тоже рассказывали. И это было то, что хранилось в моем коллективном бессознательном из-за общественных ожиданий. Для 99% людей это неправильный путь. Для большинства людей традиционный график с 9 до 5 не является правильным путем. Для кого-то это, безусловно, идеальный путь. Это их мечта. Это замечательно. Но для большинства людей это не так. И большинство людей боится принять ту личность, которой они действительно предназначены быть. Есть отличная цитата из книги Тима Гровера. Он говорит, чтобы получить то, что ты действительно хочешь, ты сначала должен быть тем, кто ты действительно есть. Для многих людей, когда они осознают свои истинные желания и стремления, их жизнь начинает меняться к лучшему. Например, есть люди, следуя традиционному пути и работая с 9 до 5, осознают, что это не делает их счастливыми. Они решаются на риск и начинают свои бизнесы, делятся своими мыслями и идеями. Сначала они чувствуют себя неуверенно и некомфортно, часто считая себя неквалифицированным для своей новой роли. Сначала нам может не хватать уверенности, чтобы принять эту новую идентичность, поскольку мы привыкаем следовать общественным ожиданиям и стандартам. Таким образом, многие люди сталкиваются с подобными трудностями, когда им необходимо изменить свое восприятие себя и начать следовать своим истинным путем. Обычно общество транслирует нам такие идеи. Будь в безопасности, защищай себя, не рискуй, береги и экономь свои деньги. И так далее. Но мы должны изменить свою идентичность и стать тем, кем были предназначены быть. Большинство из нас, изучая личностное развитие, думает: «О, я ленивый, мне нужно стать кем-то другим. Я неуверенный, во мне что-то не так, со мной что-то не так, мне нужно стать другим». Но это не так. На самом деле, единственное, кем тебе нужно стать, это тем, кем ты был предназначен быть. Вот в чем разница. Мы должны стать тем, кем предназначены быть, чтобы получить то, что мы действительно хотим. Когда мы позволяем себе принять себя, приняв свои недостатки и уязвимости, и будучи искренним с ними, невозможное становится возможным. Все действительно становится возможно, когда вы позволяете себе стать тем, кем вы должны быть. Но это возможно только тогда, когда вы действительно принимаете себя таким, каким вы должны быть. Я знаю, что повторяю это много раз, но я не могу сказать этого достаточно. Вы должны дать себе разрешение быть тем, кем вы предназначены быть. Вначале многие люди теряются, потому что сначала это будет казаться неправильным, сначала это будет ощущаться неестественно быть тем, кем вы предназначены быть, но это будет правильным решением. Это будет неудобно и некомфортно,
но это будет правильным решением. Так вы можете узнать, что находитесь на правильном пути. Другой признак того, что вы на правильном пути, это то, что в конце дня вы чувствуете себя менее уставшим. Для большинства людей возникает так называемая усталость от маски. Почему это происходит? Это происходит просто из-за того, что вы пытаетесь быть кем-то, кем не являетесь. Вы пытаетесь воплотить в жизнь кого-то, кем не были предназначены быть. Ваша теневая сторона подавлена, она не находит выражения. В третьей части этого видео я расскажу вам, как освободить свою теневую сторону, что полностью изменит вашу жизнь. То, как вы воспринимаете жизнь, станет совершенно другим. Вы испытаете уровень свободы, о котором никогда не мечтали. Но пока просто поймите, что когда вы воплощаете в жизнь то, кем вы на самом деле должны быть, это требует наименьших затрат энергии. Когда вы становитесь тем, кем вы предназначены быть, это на самом деле самое легкое состояние. Если вы чувствуете себя истощенным рядом с вашим отцом, матерью или друзьями, это потому, что вы пытаетесь быть кем-то, кем не являетесь. Вы пытаетесь надеть маску, пытаетесь создать видимость, пытаетесь соответствовать ожиданиям окружающих. И именно поэтому вы не получаете то, что хотите. Все так просто. Первый шаг к освобождению вашей теневой стороны и переходу к той версии себя, которой вы должны быть, это прекратить подавление. Что я имею в виду? Когда у вас есть мнение и чувства, позволяйте себе их выражать. Если то, что вы думаете, может задеть чьи-то чувства, не бойтесь жить своей правдой. Не бойтесь выражать свою правду просто так. Я не говорю, что вам нужно делать это публично. Но, например, если вы всю жизнь угождали другим и говорили «да», но, знаете, что-то, что вы на самом деле чувствуете, это искренне и реально для вас, то вы должны это сказать. Потому что другому человеку это может не понравиться. Но он будет уважать вас гораздо больше, чем если бы вы снова солгали и пытались угодить. Поэтому, когда вы чувствуете, что этот вариант вам подходит, смело говорите об этом. Выражайте свое мнение и не осуждайте себя за это, потому что чем больше вы будете подавлять свои чувства, тем больше они будут угнетаться и уходить в ваше бессознательное. Затем они начнут проявляться в нежелательных формах, таких как психосоматические заболевания, из-за психологического давления, которое развивается, и это приведет к непреднамеренным последствиям в вашей жизни. А этого нам не нужно. Итак, первый шаг – это прекратить подавление и самоосуждение. Позвольте себе быть тем, кто вы есть на самом деле. Если у вас есть негативные мысли, многие люди, начинающие свой путь личностного роста, боятся своих собственных мыслей. Как это абсурдно! Вы боитесь негативной мысли, которая возникла. Вам не нужно ее подкармливать. Это всего лишь мысль. Вы можете просто наблюдать за ней и позволить ей существовать, не пытаясь ее изменить. Не пытайтесь сосредоточиться на положительном и избавиться от нее. Позвольте себе иметь негативные мысли и чувства. Вы имеете право думать, чувствовать и быть таким. Временно. Вам не нужно беспокоиться об этом, потому что это не то, кем вы выбрали быть. И это ключевая часть вашего становления тем, кем вы предназначены быть. Это принятие себя без попыток что-либо изменить. Просто будьте такими, какие вы есть, и сбросьте эту броню. Это плавно подводит нас ко второй части процесса освобождения вашего истинного «я». Научиться быть уязвимым и искренним. Когда мы говорим, что я искренен и уязвим, на самом деле это может быть далеко не так. Со временем мы превращаемся в людей, которые просто подстраиваются под ожидания других. Мы становимся той очаровательной версией себя, которую нужно было создать, чтобы, например, женщины вас любили, а мужчины уважали.
Часто это является целью на протяжении всей жизни – вписаться в общество и быть частью масс. Для мужчин величайший источник стыда – это слабость, а для женщин – их внешний вид. Женщины должны быть супергероинями, успевать делать все и при этом выглядеть потрясающе, что нереалистично. А для мужчин главное – не быть слабым. «Не будь слабаком», — говорят они. Это глубоко укоренилось в нас, и мы чувствуем, что должны быть сильным мужчиной, иначе разочаруем свою семью, жену и ребенка. Но мы часто не понимаем, как стать уязвимыми, потому что путаем два основных понятия – стыд и вину. Когда мы совершаем что-то плохое, многие люди, испытывающие стыд, думают: «Черт, я снова облажался, я плохой человек». Брене Браун в своей книге «Сила уязвимости» приводит пример женщины, которая напилась в четверг вечером. В пятницу утром у нее важная встреча, и она опаздывает на нее с похмелья. В первом случае она думает: «Я такая неудачница, я кусок дерьма». Это проявление стыда. Во втором случае она говорит: «Я пропустила встречу с клиентом. Не могу поверить, что я могла сделать что-то настолько глупое». И это уже связано с ее поведением. Она говорит: «Я сделала что-то глупое, а не я глупая». Здесь проявляется вина. Стыд – это то, что опускает нас на самый низкий уровень. Если рассмотреть уровень сознания, то стыд находится гораздо ниже вины. Стыд приводит к множеству негативных последствий, включая зависимость. Когда люди испытывают стыд, это может привести к большему количеству случаев зависимости. В отличие от этого, вина дает нам возможность подняться на более высокие уровни. А в состоянии стыда мы застреваем. Когда вы чувствуете стыд и занимаетесь самобичеванием, вы идентифицируете себя как человека, который совершает такие поступки. Вы говорите: «Я глупый». Если вы идентифицируете себя как глупого человека, вы будете делать глупые вещи и получать глупые результаты. Но если вы остановитесь и скажете: «Знаете что? Я не глупый. Я совершил ошибку. Я сделал что-то глупое», то таким образом вы разрываете эту идентификацию. Чтобы стать более уязвимыми, нам нужно научиться разрывать связь с ярлыками, которые мы создали. Как только вы идентифицируете себя с этим ярлыком, вы немедленно принимаете на себя его характеристики. Цель не просто разрывать идентификацию, а создавать сознательную идентификацию. Когда вы сознательно идентифицируете себя как «я глупый», это происходит бессознательно. Никто не выбирает это сознательно. Вы продолжаете рассказывать себе эту историю, и чаще всего мы бессознательно идентифицируемся с ней. Если я хочу создать ту версию себя, которой я хочу стать, мне нужно понимать, с чем я выбираю идентифицироваться и от чего я выбираю отказаться. Когда я выбираю идентифицировать себя с тем, кем я был предназначен быть, с аутентичным «я», а не с ярлыком «я глупый» или «я идиот», вот тогда я начинаю жить жизнью, в которой могу действительно получить то, что хочу. Цель — создать сознательную идентификацию. Когда мы начинаем снимать все эти маски, то обнаруживаем сначала, что мы по-настоящему хотим совсем не то, что нам казалось раньше. А следующим этапом будет полное растворение, когда вы просто увидите, что вам хорошо всегда и хотеть нечего. И именно из этой точки мы можем стать творцом своей жизни. Теперь перейдем к третьей части – обучению освобождению своей теневой стороны. Это изменит вашу игру. Давайте перейдем к самой важной части – упражнению по освобождению вашей теневой стороны. Это упражнение изменит вашу жизнь навсегда. Оно заключается в том, чтобы создать или скорее открыть свою теневую сторону и вывести ее на свет. Помните, наша цель – индивидуализация.
достичь состояния, когда мы чувствуем себя стабильными и целостными. Вы больше не держите в себе боли, не пытаетесь подавлять и скрывать себя. Вы стоите открытыми, такими, какие вы есть, и вам комфортно быть собой. Вам нечего скрывать. Вы просто есть и больше не боитесь быть открытыми. Чтобы сделать это, вам нужно открыть приложение заметок на вашем телефоне. Вы также можете использовать блокнот, который вы будете держать под рукой. Это будет упражнение, которое вы будете развивать в течение следующих 2 недель. Создайте документ, который можно назвать «теневая сторона» или любым другим подходящим названием. Ваша задача — составить список характеристик, установок и действий вашей теневой стороны. Для каждой категории запишите по 5 пунктов. Какие характеристики имеет ваша теневая сторона? Обратите внимание на то, что вас пугает в этой версии себя. Это может показаться злым или коварным, и, возможно, вы всегда скрывали эту часть себя. Не стесняйтесь этого. Это та часть, которую нужно вывести на поверхность и осознать. Вы не обязаны показывать ее другим, но важно стать осведомленным о ней. Запишите характеристики и установки вашей тени. Например, если вы склонны к критике и сравнению, не бойтесь этого. Какие действия или поведения вызывают у вас стыд? Покажите их самому себе, выведите их на свет Божий. Стыд не может существовать вместе эмпатии. Если вы испытываете стыд, он может процветать только в молчании и подавлении. Но если вы выносите это на свет, стыд теряет свою силу. Это упражнение очень важное и мощное. Создайте этот документ и запишите как можно больше. Скорее всего, вы станете обнаруживать все больше и больше, потому что теперь вы намерены исследовать свою теневую сторону. Она начнет проявляться, вы будете замечать изменения в своих снах и окружении. Если нужно, пересмотрите это видео. Например, мое теневое «я» имеет сильное желание конкурировать. Когда я пытаюсь подавить это чувство или слишком увлекаюсь им, я начинаю чувствовать себя подавленным. Я теряю интерес ко всему, и жизнь кажется мне игрой. Когда я идентифицирую себя с этой теневой стороной, это приводит к саморазрушению. Ваше стремление к конкуренции действительно может создавать внутренние конфликты и приводить к подавлению других частей вашего «я». Когда вы сравниваете себя с другими, это может вызывать неуверенность и удары по эго. Особенно если вы видите, если кто-то достигает успеха быстрее вас. Это подчеркивает, как ваша теневая сторона воспринимает жизнь как игру, где числовые показатели становятся своего рода баллом. Когда вы теряете это соревнование и чувствуете, что не растете, это может вызывать депрессию. Вы начинаете ощущать, что игра перестала быть интересной, и теряете мотивацию. Ваша теневая сторона, если ее подавлять, может взять верх и подавить другие аспекты вашего «я», такие как ваше высшее «я», эго и другие внутренние части. Важно поддерживать баланс между всеми этими частями, чтобы достичь состояния равновесия и индивидуализации. Допустим, вы также заметили, что подавление теневой стороны может проявляться в виде постоянной тревоги. В трудные моменты, когда ваш бизнес сталкивается с проблемами, тревога может возрастать, и вы можете начать действовать в режиме защиты. Это нормальная реакция, но важно переключиться на проактивный подход. Придание имени вашей теневой стороне – это отличный способ отделить ее от вас и позволить ей проявляться. Например, если бы ваша теневая сторона была квази-тенью, вы могли бы задать себе вопрос: что бы сделала квази-тень в этой ситуации? Это может помочь вам освободить свою тень и позволить ей действовать более свободно, даже в сложные моменты. Вместо того, чтобы зацикливаться на тревоге и страхе, попробуйте позволить себе немного расслабиться и отпустить ситуацию. Вы можете сделать очень простое упражнение. Закройте глаза
и представьте, как на выдохе вы перезагружаете себя. Выдох, перезагрузка. Выдох, перезагрузка. Все это поможет вам найти новые способы справляться с вызовами и в конечном итоге привести себя к большей внутренней гармонии. Ваше осознание того, что квази-тень не беспокоится о мелочах, действительно может помочь вам переключиться с защитного режима на проактивный. Это важный шаг к преодолению тревоги и внутреннего напряжения. Наблюдение за своей теневой стороной в течение следующих 2 недель – это мощное упражнение. Постарайтесь быть гиперосознанным и замечать, какие характеристики и паттерны проявляются. Часто мы пытаемся подавить те части себя, которые боимся столкнуть, и именно это и есть ваша теневая сторона. Как только вы начнете осознавать ее, вы сможете высвободить накопленную энергию и открыть новые возможности в своей жизни. Важно идти вперед, не бояться обнаружить свою тень и позволять себе быть уязвимым. Это ключ к настоящему росту и самопознанию. Главное – делайте, верьте, и все у вас получится.